Господи, какие же здесь виды-то, а? Бандаж — это не эротическое связывание женщины. Вот такие вот станки. Это совсем другое время. Сейчас на Сахалине такое уже не увидеть. Тоже лютая конструкция, не дай бог под нее попасть. Вот еще одна рама тележки электровоза и его корпус. Такие вот лютые здесь отвалы породы. Но это что? А вон там посмотрите. Здорово, путешественники! Электрифицированная узкоколейка. Не то чтобы это сильно резало слух, но явление далеко не широко распространенное. Так и колея еще нетипичная, 1000 миллиметров. Нет, мы с вами говорим не о трамваях, а о самой настоящей промышленной узкоколейке. Такая есть на юге Урала, Челябинская область, город Сатка, предприятие «Магнезит». Здесь уместно сделать небольшое отступление и поговорить про сам магнезит. Это распространенный минерал, карбонат магния. Одноименное предприятие в городе Сатка было образовано в 1900 году. Уже через год была выпущена первая продукция. Сегодня это крупнейший национальный производитель огнеупоров в России. Огнеупоры же – это не металлический материал, используемый для защиты от воздействия тепловой энергии. Фактически представляют из себя кирпичи, которыми облицовывают внутреннюю поверхность металлургических печей, котлов и прочего. Она полезна уменьшением тепловых потерь и предохранением от воздействия высоких температур, а также от контакта с жидким металлом или шлаком. А что до железной дороги? История началась в 1929 году. Тогда в Карагайском карьере был проложен путь с колеей 600 мм для вывоза добытого магнезита. Позже путь перешили на колею 750 мм. Работали тогда мотовозы и паровозы. А в 1936 году колею расширили до нынешнего метра и дорогу полностью электрифицировали. Постоянным током, напряжение 600 вольт. Трудовую эстафету приняли электровозы ДКМ-12 московского завода «Динамо». В 1949 году поступили новые электровозы производства «Невс» и итальянские «Савильяно». А в 1957 началось нашествие немецкой техники. Промышленные электровозы ЕЛ-2, которых с ширококолейными связывает только название, и ЕЛ-3. Последние машины работают до сих пор. Какое-то время использовалась даже снегоочистительная реактивная установка. В 1970 году на дороге начал работать опытный тепловоз ТЭМ-6 за номером 001. Этот тепловоз задумывался как и жнец, и жрец, и на дуде, и грец. Он мог работать на колее метр, на Сахалинской 1067 мм, на Европейской 1435 и на Общероссийской 1520 мм. Но из-за проблем с дизель-генератором, собственно, как и с дизелем, так и с генератором, дальше второго построенного локомотива дело не пошло. Тот, что эксплуатировался здесь, проработал на дороге чуть более 10 лет, а потом был распилен металлолом. А дальше? А что дальше? Ну, в 1982 году электровозы были оборудованы поездной радиосвязью. В принципе, каких-то радикальных изменений до наших дней и нет. Единственное, что начали потихоньку делать капитальный ремонт заводской этим машинам. Но я думаю, мы новые электровозы еще увидим и в работе, и, я думаю, в депо найдем. Вот. Да, с 2020 года начали новые вагоны приходить. Их мы тоже посмотрим. Так что усаживайтесь поудобнее, проверьте подписку. Если не подписаны, обязательно подпишитесь, лайк поставьте, комментарий напишите, чего уж теряться. Ну, а мы пойдем погуляем по промышленной узкоколейной железной дороге. А есть тут, ребят, еще и узкоколейка, еще более узкая. Колея-то, походу, наша с вами 750. Сами посмотрите. Хоп. Вот такая вот она, внутрицеховая. Служит она для пропитки поддонов деревянных. Вот сами посмотрите. И такие вот тележки здесь работают. При том, что она такая, имеет даже развитие. Что-то наподобие фельдбана. Здрасте. Я тут эту узкоколейку поснимаю чуть-чуть. А? Узкоколейку поснимаю немножко. Давай. Спасибо большое. Вот. И такой вот тут подвижной состав используется. Это прям Даджелдор. Это Дачбан. Но, обратите внимание, заводские колесные пары даже есть. Вот он, тесен мир. Да, 750. Чисто по ощущениям. Здесь есть еще и более широкая колея. В общем, такая типичная внутризаводская железная дорога. Чем-то напоминает операция и другие приключения Шурика. Вот это прям оно. Пойдемте еще глянем, что тут есть. В принципе, она буквально метров несколько.
Вот обратите внимание, здесь тоже применяются заводские колесные пары, а там уже нет. Вот такая неожиданная находка, друзья. Как будто оказался, я не знаю, в какой-то игре, в каком-то пейнкиллере, будто новый уровень. Вообще хорошо, что есть сейчас всякие GPS, карты и прочее, потому что, как выяснилось, нам с вами вон туда, прямо на гору. Как туда попасть? Ну, будем искать. Возможно, придется идти в достаточно крупный обход, но оно того стоит. Конечно, атмосфера, хоть фильм «Груз-200» снимай. Но такой лютой промки еще поискать. Горы, отвалы бесконечные. Вот эти самые полувагоны, которые мы привыкли видеть в длинных вереницах поездов. Здесь вот как-то так пути идут. Вообще безумие какое-то. Депо прямо на горе. Это знаете как? Есть такой устойчивый стереотип, что в древней Спарте младенцев слабеньких сбрасывали с горы. Здесь, наверное, кто уже отработал свое, того так ритуально скидывают. Это Спарта! Прямо с вершины, ну там видно какие-то скелеты, как будто от думкаров. Идем. Конташка вон видна. Ну 600 вольт, понятно там. Максимально простое устройство. Ну, в принципе, в простоте надежность, в простоте залог успеха. Господи, как же это люто, друзья. И как всегда, толстячок взбирается в горку. Это отличный повод поставить лайк, ну и подписаться. Горки-то у нас с вами разные бывают. То такие, то сякие. Интересно, в общем, на канале. Фух, ну тем временем мы идем дальше. Отвалы, конечно, жуткие. Палевно, что я один тут вообще пешеход. Все так-то здесь на машинах с пропусками. В общем, идем. Пришли куда-то сюда. Ладно, что будет интересное, покажу. Ох, господи, уже интересное. Вы просто на это гляньте. Это охренеть. Просто взрыв мозга. Идем. И вот такая атмосферная лесенка нас встречает. ЖДЦ. ЖДЦ — это железнодорожный цех. То, что надо. Ох, какая лесенка-то атмосферная, ребят. И вот она, узкоколеечка наша. Будем беречься поезда, ну и ждать встречи с ним. Господи, это слишком красиво. Да, нечто похожее на наше предположение мы и видим. Старые вагоны, они использовались уже несколько десятилетий, причем это нещадная промышленная эксплуатация, как бы тут шуток нет. И что примечательно, на узкоколейке применяются автосцепки, друзья. Это вторая после Каринской дорога, где широкое применение получили автосцепки. Здесь они на всем подвижном составе. А касаемо вагонов, если не ошибаюсь, с 2020 года начали поступать новые вагоны из Камбарки. Это четырехосные думпкары ВСК-1000 грузоподъемностью по 35 тонн. Ну а эти думпкары уже все отработали. Причем, обратите внимание, буксы старые, очень старые. Здесь нет подшипника, здесь только всякие тряпки, смоченные маслом, и вся смазка. Как это работало, почему это работало так долго, одному богу известно. Тем временем там лают собаки, а мы идем и видим кусок рамы тележки электровоза. Вот еще одна рама тележки электровоза и его корпус. Да, кто-то отслужил, кто-то отработал. Собственно, ради этих машин мы с вами сюда и пришли. Можно попробовать глянуть, что там внутри происходит. Даже ступенечка осталась. Ну-ка, такое старье мы любим. Ох. Да, ну здесь, конечно, от кабины практически одно название. Грязища, пылища и возможность ноги сломать. Все как надо. Ну, кстати, вид открывается вполне себе за счет низких капотов. Обзорность отличная. Да, раритет, друзья. Посмотрите. Какой прям, не знаю, что это, как будто вентиль, судя по форме рукоятки. Красота.
Такая мягкая сидуха была. Все-таки иномарка, немецкая техника, а не абы что. Вот как-то так. Якобы заземлено. Но уже да. Скоро это все уйдет, если не в землю, то определенно в доменную печь. Все сдадут на слом. А это, кстати, кобура под флаги. Да, это под сигнальные флаги. Здорово, что ее так стационарно сюда положили. Крайне это необычно. В общем, вот так вот выглядит кабина уже уничтоженного электровоза. Там тоже видно кран. Здесь остатки панели управления, остатки приборов. В общем, я предлагаю поискать живой электровоз и посмотреть на эту технику, которая еще в строю. Очень чужеродно и неестественно смотрятся рамы тележки от электровоза, отдельно от электровоза. Как вы видите, автосцепка крепится непосредственно к торцевой части рамы телеги. Здесь же и бункера песочниц. Да, тут такие уклоны, что пескоподача – это необходимость. И видим челюсти для перемещения, вертикального перемещения букс, собственно. Места, на которые опирается кузов. Раз, два, три и вот 4. Ну а здесь шкворень, грубо говоря, штырь, который входит в эту раму. И тележка, собственно, может крутиться вокруг вот этой вот оси. Вот. Конструкция мощная, конструкция, как мы видим, часть сварная, а часть, обратите внимание, на заклепках. Вот такая вот школа немецкого промышленного электровозостроения. Чудовище воплоти. Можно в бункер песочницы заглянуть. Ну, тут песочек остался. Да, достаточно такая мелкая фракция. Вот. И под давлением сжатого воздуха песок с воздухом сюда поступает и выходит туда под бывшую колесную пару. Но это если так, вкратце. Чуть дальше можно узреть остатки какой-то путевой машины. Чем-то это напоминает некий струк. Очень похоже, что все органы воздействия на верхнее строение пути просто сняты, демонтированы. Но вот здесь вот остались кронштейны, как будто здесь были вот эти поворотные ножи, которые выдвигаются. Ну вот такой вот огрызочек металла, которым убить можно. И да, здесь видно, что вот этот поворотный валик остался. И вот это остатки ножа, который был огромный, такой поворачивался и формировал бровку железнодорожного пути. Техника в процессе порезки, в процессе утилизации. Здесь вот ее фронтальная часть. Господи, как будто динозавр мертвый лежит. А здесь видно цилиндры, которые вполне возможно и приводили в движение все вот эти вот ножи. Вот такой вот немножечко инфернальный вам пейзажик. Полюбуйтесь, не каждый день мы на такие промышленные объекты попадаем. Выглядит, конечно, жутко, но что-то в этом есть такое красивое, манящее, даже не знаю. Что интересно, новые вагоны Камбарского завода, как я говорил, грузоподъемностью 35 тонн. А старые такой же, вон, грузоподъемность 35. Удивительно. Конечно, следы промышленной эксплуатации. Это больно, это сурово. Зато техника любит ласку, ну вот, и смазку. Вместо металлической крышки просто какая-то резинка. И под ней все смазано как следует. Не суть. Главное, чтобы было прикрыто от попадания камней и абразива. Также платформа есть. Тоже переделана из такого думкара. Видите, вот здесь такая наклонная нижняя часть. Ее же можно видеть и у этой платформы. А вот эти вот зеленые деревяхи, это, скорее всего, будущие опоры контактной сети. Они пропитаны антисептиками от гниения, чтобы они служили как можно дольше. Да, очень похоже, что так оно и есть. И отдельный интерес может представить ширококолейный подвижной состав на узкой колее. Это мне чем-то отдает, знаете, Сахалином. Там тоже были и ширококолейные вагоны, переставленные на узкоколейные тележки. Она, в принципе, такая же тележка, просто колеса смещены ближе к центру. То, что мы видим и здесь. Вообще, сама по себе вот эта вот подвижная единица, это автоматриса. Называется она АГВ. Раньше ее использовали энергетики. Ну, люди, которые обслуживают контактную сеть, ну, для своей работы. Вот здесь же она переделана
видоизменена. Ну, помимо того, что она на узкую колею поставлена, тут у нее еще такой вот кран стоит с гидроприводом. Тоже очень интересное решение. Складная стрела, видим крюк, небольшой крюк. Нет, не написано грузоподъемность. Но я думаю, это не самый такой принципиальный момент вообще во всей конструкции. И вот такая вот она и существует. Выглядит вполне себе, кстати, рабочей. Это не побито, не убито. Может, она и на консервации, потому что все-таки окна заварены. Но ощущений дестроя здесь нет. Все шланги на месте, все рукава, все цилиндры. Очень круто. И, значит, что я хотел показать. Вот она. Узкоколейная посадка колес. Вот посмотрите, как торчит ось до буксы. Очень интересно, правда? Да, сейчас на Сахалине такое уже не увидеть. Возможно, это последнее место, где такие вот конструкции и технологии применяются. Спешите видеть. Ну, собственно, вот она, АГВ 740, советский герб еще какие-то остатки в себе несет. А вот что касается крана КД-151, под него просто подкатили узкоколейные тележки. Здесь видно, насколько буксы утоплены ближе к центру рамы. Да, это просто тележки узкоколейные. Это смотрится более гармонично, что ли. А вот тут, кстати, табличка заводская осталась. Машиностроительный завод Кировский совнархоз, 1963 год. Вот такой раритет, друзья. Ну и словно под заказ прилетела летучка с линии, электровоз и платформа. Пойдем посмотрим, что из себя представляет местный рабочий поезд. Попробуем глянуть электровоз, если повезет. Собственно, такая вот летучка. Это для ремонта пути. Вот. Электровозик сейчас посмотреть не удалось. Пойдем в депо посмотрим. И да, как сказали, это уже таки все. Это не просто консервация, это уже все. Вот как-то так. Ну ладно, успели увидеть до того, как порезали. Тоже, на мой взгляд, хорошо. В конце концов, АГВ это сама по себе уже большая редкость, а на метровую колею так это вообще что-то уникальное, как бы. Ну, еще один такой вагончик-летучка, тоже интересный. В принципе, платформа с кабиной. Ну-ка, там даже инвентарные номера стоят. Платформа номер 7. Ага. Ну, для ремонта пути все это применяется, а это еще для ликвидации последствий схода. Вот эти вот лягушки, да, они кладутся под рельсы, ну, на рельсы под сошедшую колесную пару. И потом надвигают, колесная пара становится в колею. Как-то так. Такой интересный тупиковый упор. Кстати, такого я еще не видел. А, и вот, друзья, собственно, детище Камбарского завода. Ну, тут уже видно, что техника другая. Можно сказать, почувствуйте разницу. Вот, пожалуйста, вам старичок. И вагончик поновее. Ну, как видно, их сцепляют. Ну, в принципе, что? Объем кузова, я так полагаю, такой же. Массы все такие же. Просто этот новый, этот старый. Ну, как-то и дружат. 0,1. Во как. Красота какая. Уже, соответственно, с роликовыми подшипниками, о чем свидетельствует вот этот вот значок. Да, новый вагон. Сколько он? Года 2-3 в эксплуатации. И этот лет 50-60. И, конечно же, по мере того, как приходит новое, старое освобождает ему пространство, уходит в историю эти вагоны. Конечно, да, давайте не будем тут сопли разводить. Конечно, да, иногда хочется пошутить, что, дескать, вот, уходят в историю вагоны, которые работали всю свою жизнь на этом предприятии. Ох и ах. Ребят, нормальное обновление техники. Старые уходят, новое приходит. Модернизация ЖДЦ проходит. Это еще электровозы не меняют. Хотя интересно было бы посмотреть на новые электровозы, на колею метровую. Что это такое, откуда это, кто это сделает. Да, на это было бы интересно глянуть. Платформа номер 29. То есть у них тут каждая платформа, что ли, нумеруется. И посмотрите, аж глазу заметно, какой прогиб рамы. Казалось бы, неужели ее тут чем-то перегружают? А нет, это, ребят, все-таки
Ну-ка. Да нет, рама не похожа, действительно платформа. У меня нет предположений, какая у нее была судьба, что рама так прогнулась. Ладно, пойдемте посмотрим, удастся ли нам попасть в депо. Так. А вот так выглядит депо, ребят. Куча запчастей, куча вариаций. И, пожалуйста, вот оно. Живой красавец, живая легенда. Этот за номером 113. Нет, по факту этих машин было, конечно же, меньше. Это просто внутризаводская нумерация. Ну, так вот назвали. Видим центральный токоприемник, такой повидавший жизнь. И два боковых. Да, на промышленных путях применяются как центральная контактная сеть, так и боковая. Собственно, электровозы оборудуются разными видами токоприемников. Для каждой контактной сети, соответственно, свой. Конечно, глядя на вот эти вот технологии, это совсем другое время, совсем другие года. Это все иное, ребят, вообще все иное. Здесь видно вспом машины. Это, судя по всему, компрессор. Вот такой вот электровозина. Давайте попробуем глянуть кабинку. Она здесь по центру, она здесь такая вот полунизкопольная. Тоже ступенечка. Хоп. И вот как-то так это выглядит. Вольтметры, амперметры, тумблера, переключатели. Так, сейчас попробуем фонарик. Вот как-то так. Такие вот краны. Очень интересные рукоятки. Все отполировано. Здесь с бронзой. И эта рукоятка вообще какой-то привод имеет, который туда уходит. Ну и, конечно же, контроллер. И реверсивки, и вал. Вот этот штурвал. Это можно просто крутиться вокруг него. И со всех сторон ты всегда включишь или отключишь нужную позицию. Оконца, деревянные рамы опускаются вниз. Очень удобно. Отполирован подлокотник не просто так. Это все рабочими локтями. Ну и, соответственно, сидушечка вот такая. Откиднушка. Все просто, все аскетично. И что интересно, есть даже калорифер. Но это самое главное. Как раз рядом с креслом машиниста. Великолепно. Вот такая кабина, друзья. Такой древней раритетной машины. Пол немножечко поскрипывает. Пол, кстати, тоже тут деревянный настил. И щетка-сметка для уборки. Здесь основные выключатели, автоматы защитные. 600 вольт, да, как говорил. Освещение, ну, вот такой вот. Плафончик интересный какой, да? Кое-что из этого гляньте. Из оснастки. Вот такие тесочки. Собственно, моя рука. И тесочки. Наковальня здорового человека. Имеет где-то вот такой размер. Я думаю, комментарии излишни. Какая техника, такая и оснастка. Это похоже на остатки тяговых двигателей. Вон их там сколько. Целый набор. О, запчастей. Да. Сколько же электровозов можно собрать с такого? Да, это очень похоже на компрессор. Ну, собственно, двигатель передачи и сам компрессор. Ребра для охлаждения сжимаемого воздуха. Ведь при сжатии воздуха он же нагревается. Поэтому, чтобы устройство не вышло из строя, да, применяется его охлаждение. Вот путем установки таких ребер. Здесь очень похоже на пускотормозные сопротивления. Вот такие вот штуки формируются в целые пакеты, устанавливаются и происходит переключение. Собственно, как регулируется скорость тяга электровоза. 600 вольт с контактной сети поступает на тяговые двигатели путем применения различных комбинаций вот таких вот сопротивлений. Чем больше сопротивления, тем меньше напряжение, меньше ток, больше тяга. Ну и, соответственно, выход на ходовую позицию происходит тогда, когда этих сопротивлений нет в принципе. При езде на реостатных позициях, собственно, это и есть реостаты, их можно перегреть и тем самым вообще, грубо говоря, сломать электровоз. Но так вот это и применяется не только здесь, это в принципе на подвижном составе, на постоянном токе, на всех ваших любимых электричках, электровозах. Вот это оно. И здесь клево, что можно посмотреть. Они, оказывается, вот такие вот наборные, друзья. Что в принципе логично. Если там одна подгорела или сломалась, зачем менять сразу все, если можно потом уже разобрать и поменять один пораженный элемент. То есть, если запчастей нет, их надо как-то делать, если вы их сами делаете? Да, если что, можем сами делаем, а что нет, Капиталить, Свердловск.
Ага, Всё. понятно. Круто, ладно, спасибо. Гляну. Да, и станки, станки, станки. Действительно, когда техника либо мелкосерийная, либо очень старая, если хочешь, чтобы оно работало, делай для этого запчасти сам. И для этого применяются вот такие вот станки. Ребят, я думаю, надо иметь реальную квалификацию, чтобы заставить вот эту вот монстрину делать то, что тебе нужно. И тем обиднее, что специалистам платят вообще какие-то копейки и гроши, потому что это очень мощно, это очень круто. Ну, собственно, трупик токоприемника. А он был ровный, красный, красивый. Изоляторы совсем махонькие, ну, 600 вольт по стоянке, как бы. Тут все достаточно просто. Причем он именно с крышкой капота, на которую он устанавливается, все это как-то вот так вот свалено. Контрольный груз. И бандажи колесных пар. Ведь колесная пара, помимо оси, она же состоит не просто... А, вон, пожалуйста. Как интересно. Колесная пара электровоза. Ну, собственно, по центру ось, и на ось насаженная вот эта вот шестерня здоровая, маленькая на тяговом двигателе, здоровая на колесной паре. Все это закрыто крышками редуктора, залито масло, и оно как бы работает. Причем олдскул, прямозубая, так-то они делают и такие вот наклонные, есть вот такие вот. Собственно, французская марка Citroën, она как раз вот эти вот елка, это не что иное, как шестерня. Такая вот двойная шестерня. Значит, что еще? Вот, казалось бы, колесо, да, ну колесо и колесо, что про него рассказывать? А ведь на приводных колесных парах, то есть на которые двигатель передает момент, устанавливаются не просто колесики, а устанавливается сначала колесный центр. Вот эта вот ржавая грязная штука, это колесный центр. Она напрессовывается на ось колесной пары. И на нее потом уже, как обувь, надевается бандаж. Собственно, бандаж — это не эротическое связывание женщины, ее подвешивание и фиксация, а вот такое вот кольцо с поверхностью катания и такой вот ребордой. Вот. Иными словами, гребень. Все вот эти размеры, они имеют свои радиусы. Если найду, вставлю чертежик, потому что это не просто так-так. Вот, например, есть такое понятие, как подуклонка. Широко известное в дачных железных дорогах понятие подуклонки. Это когда поверхность катания на рельсе не горизонтальная, а немножечко вот так вот внутрь наклонена. Это, знаете, как шарик по желобу, катится он никуда. Здесь то же самое, только вместо шарика два колеса и вместо желоба два рельса. Они образуют такое вот, собственно, рельс наклоняется внутрь колеи, это же у нас крайнее колесо, внутрь колеи туда. Вот он имеет наклон градуса 3. И, соответственно, ответная часть у нас на поверхности катания. Гребень тоже, он же не может прям вот так вот резко под 90 градусов. Нет, здесь идет один радиус. Гребень идет под углом. Здесь другие радиусы. Все это лимитировано, все это прописано, все это давно было посчитано и отполировано эксплуатацией. Не все так просто. И большие проблемы на железных дорогах – это сохранение вот этой поверхности катания в идеале. Ну, то есть так, как она должна быть. Поезд резко тормозит, колесико блокируется и идет юзом по рельсу. То есть поезд движется, колесо не вращается. Происходит небольшое стачивание. Это стачивание называется ползун. И при движении поезда будет слышаться такой тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук стук. Это один из дефектов колесных пар. Их на самом деле целая куча. Тут есть и вертикальные подрезы гребня, и вот эти вот изменения вот этих вот утолщений. И то, что здесь вот будет такая, как бы это сказать, ёбинка. Целая куча вариантов неисправности поверхности катания колесной пары. Этим студентов в вузах заваливают преподаватели на экзаменах. Но чтобы восстановить поверхность катания, используется такой вот станок. Здесь зажимается колесная пара. Вот мы видим ответная часть и приводная бабка. Вот этим тумблером включается.
И можно производить обточку фрезой, подходить сюда и снимать необходимое количество металла с тем, чтобы воссоздать вот эту необходимую геометрию поверхности катания. Вот видите, мы даже не вдаваясь в подробности, я вам уже несколько минут без подробностей балалайкаю про то, что такое поверхность катания на колесе. Не так все просто, друзья. Ну, как водится, мы с вами начали через задницу, и давайте посмотрим на фронтальную часть этого станка. Вот так это все и выглядит. Вот она, зажатая колесная пара. Здесь рабочее место. Здесь место для чила. Собственно, токарный станок номер 26. Модель романтично называется 165. А здесь же рядышком покоятся и фрезы. Собственно, вот такими вот штуками отрезается металл. Они, по идее, вставляются куда-то. Ну, короче, куда-то вот сюда вот это должно крепиться. Я вообще не токарь, я помню только еще в школе на уроках труда вот эти маленькие токарные станочки, которые с этим имеют общее только, ну, только название, наверное. Куча ручек, куча регулировок. Это ж реально надо учиться, чтобы уметь совладать с этой машиной и из какой-то невнятной железяки сделать изделие с большой буквы «И». Вот тут есть целые таблицы с шагами, с резьбами, схема и режимы смазки. Здесь тоже своя карта смазки есть. Всякие графики, посмотрите, по диаметру, скорость резаний. Все здесь есть, все вот эти подсказки. Ну, логично, что невозможно все это знать, в голове держать. Хотя на опыте, я думаю, многие как бы привыкают. И заводская такая вот табличка. А вон тут продолжение банкета. Здесь еще электровозы на ремонте. Причем даже есть рыженькой. Вы посмотрите. Да, тут уже можно более подробно ознакомиться с устройством локомотива. И, пожалуйста, якорь тягового двигателя постоянного тока. Ну, собственно, это уже все, конечно же, прошлый век. Ну, начиная с того, что он коллекторный. Что такое коллектор? Коллектор — это вот эти вот набранные пластинки, по которым скользят щетки. Щетки графитовые, они оставляют вот такой вот след. Ой, господи, вспоминаем электротехнику. Набранная обмотка, все это здесь залито компаундом, залито всякими этими. Тут даже, вон, смотрите, такая тряпка намотана. Лють, конечно, полная. О, кс-кс-кс-кс. И оно до сих пор работает. Вот как-то вот так вот. А потому что максимально кондовая. Куча запчастей. Как-то это все умудряются поддерживать в рабочем состоянии. Какой-то здесь ремонт проводят. Вон там тележки выкатывают. Двигателя вытаскивают. По-любому там и обмотки все это прозванивают. Это все тоже имеет вот такое вот состояние. Ну, по крайней мере, изоляция есть. Иначе был бы пробой, тут бы все нафиг оплавилось. Да, кстати, вполне себе такие клеммочки-то. Можно и дома такие применять. Ну, не суть. Якоря. Ну и тележка, да, похожую мы видели уже убитую. Здесь они выкачаны из-под 137-го. Но вот 120-й, видимо, вот эта вот машинка, которая прошла капремонт, ну, как бы сравните. Видно, что он новее, чем вот этот зеленый, старый, добрый, ламповый монстр. Это уже имеет и прожектор светодиодный, и покрасочку такую достаточно яркую, цивильную. Ну, видно, что техника, да, новая. Он еще даже особо-то и не побит. Весь восстановленный, весь такой хорошенький. Но уже пришел на ремонт. Тележку-то с него одну стащили. Давайте глянем. О, спортивный руль, инкрустация деревом. Да, видно, что кабина обновлена. Это все тоже, оно все так же олдскульное и старое, но калорифер поменен. Измерительные приборы поменены, лампы поменены, все подписано. Тут даже тряпочки чистые лежат. Ну, сами посмотрите. Ага, ток двигателя 3-4, напряжение контактной сети в киловольтах, напряжение аккумуляторной батареи, ток аккумуляторной батареи. Ага, и вот видим, яркость подсветки можно регулировать, блокировка токоприемников, реле перегрузки на 4 движка, сброс сигнализации, реле перегрузки, видимо, восстановление защиты, отключение быстродействующего выключателя, да, и пакетники управления, БВ группа 1, БВ группа 2, включение компрессоров принудительно, компрессоры питания, ну, видимо, они, да, там на автомат, а это на ручное, обходит реле давления.
Манометры тоже новые. Все шланги, все. Ну да, восстановленный электровоз, действительно капремонт прошедший. Вроде все то же самое, но новое. Вот это вот тоже. Так, давление тут 0, везде 0. Вот это вот тоже, наверное, дудка какая-нибудь. Как будто бы, да, сидит машинист где-то здесь. Вот как я. И идет управление. Здесь рукоятка контроллера. Здесь реверсивно-селективная рукоятка. Еще одна. Такие тоже все полированные. Прям класс. И дудка. Как-то так. А это управление тормозами. Ну, это похоже на своячок, а этот уже на поездной. Ну, я не знаю, это просто по логике из соответствия размеров, как на большой железке. Маленький свой, большой общий. Скорее всего, здесь оно также и есть. Прикольно, что находится вот этот контроллер прямо по центру. Здесь какие-то тоже сидухи откидные. Здесь его можно обойти по кругу. И деревяхи уже как-то прикрыты какими-то диэлектрическими ковриками. Ну вот щетка, сметка, шваброчка, да, она осталась на месте. Второй пульт более минималистичный. Видимо, да, как раз по диагонали. С одной и с другой стороны, чтобы основные параметры были всегда перед глазами. И вид, конечно же, вид. Он никак не изменился. Вон сколько тут всяких люков для обслуживания оборудования. Оно все расположено в этих капотах спереди и сзади. А еще тут висят мотивашки. Нет ничего, что не преодолевалось бы трудом. Знать необходимо не за тем, чтобы только знать, но для того, чтобы научиться делать. Вот такие вот мотивашки с вполне себе корпоративными рисуночками. Стилистика такая, вполне себе советская. Выглядит недурно, реально недурно, очень эстетично, очень классно сделано. Вопрос мотивации, конечно, такой себе. Все-таки основная мотивация, она в квитке зарплатном, но лучше так, чем просто голая стена, не так ли? И, конечно же, самая главная мотивашка по охране труда. И все в станках, все в станках. Действительно, дефицит запчастями страшнейший. Делать надо все самим. Все-таки подвозку породы никто не остановит из-за того, что там что-то у кого-то не сложилось. Поэтому строго тут с этим, я так полагаю. Разные станки. Вот и здесь тоже такой токарник с какой-то там вентиляцией, поддувкой. Здесь тоже колесная пара на каких-то, видимо, банных процедурах, как будто бы там что-то вот ее нагревает, как будто бы. Ну и вот, пожалуйста, это, я так полагаю, уже вагонные колесные пары. Они диаметром поменьше. И вот новенький вагончик. Но все-таки выглядят классно. Такие небольшие, узкоколейные. Стильно, стильно все-таки. Молодцы в Камбарке, годно построили. Вот их загнали, видимо, на какое-то обслуживание. Тоже тут, видимо, что рукав не один, рукавов два. Один, значит, тормозной, вот он красный, всегда справа. И с левой стороны цепи управления. Ну, собственно, они нужны. Я думаю, несложно догадаться, для чего. Для управления вот этим вот цилиндром. Там еще с другой стороны есть другой. Для разгрузки вагона. Собственно, думпкар, он же еще называется и вагон-самосвал, потому что он сам сваливает. Вот, смотрите, видите, два цилиндра с этой стороны, два с той. Шток выходит, наклоняет кузов, откидывается борт. Он там механически завязан, тут закрыто, не видно. Он там имеет механический привод. В общем, при наклоне кузова он тоже наклоняется. И вся порода ссыпается туда, куда надо. А этот электровоз будет поинтереснее своих собратьев. Дело в том, что он переделан, я так полагаю, снегоочиститель. По идее, здесь должны еще крепиться щетки, но сейчас их нет. Скорее всего, летом он на обслуживание. Вот здесь видим такие вот кронштейны, куда эти щетки, по идее, должны крепиться. И получается такой вот отвал. И вполне себе расчищает свой габарит. Такая тоже лютая конструкция, не дай бог под нее попасть, особенно когда нет щеток, это вообще. А с другой стороны все то же самое, вон там даже каска лежит. Такая вот машина, он еще до ремонта, это еще олдскульнейший. А вот так, кстати, происходит мелкий полуподъемочный ремонт вагона. Собственно, те самые цилиндры, они, да, отличный упор для подпорки. Поднимают, вот, скорее всего, вот этим вот краном
на крюке написано 10 тонн, чего должно быть вполне достаточно для подъема части вагона. Ну, соответственно, подняли, тележку выкатили и производим весь необходимый ремонт. Как-то так это и происходит. Вполне себе действенно и эффективно. А вот, кстати, на нашем снегоочистителе с этой стороны щеточки-то сохранились. Они, оказывается, как сделаны. Это просто металлический трос с распущенными концами. Вот такой вот пластинкой прижимается болтами. Вот вам и вся щетка. Так что, да, под такую попасть еще хуже. Но это из разряда чермичику на заметку вес основных узлов Думкара. Кому интересна эта информация, можете поставить на паузу и ознакомиться с таблицей. Из наследий советской эпохи газированная вода кипяченая, но это резерв, поэтому не эксплуатируется. Отличная отмаза. Это не работает, потому что в резерве. Ну ок. А тем временем у коллектива обед подходит к концу, поэтому давайте отсюда сваливать, не будем мешать людям работать. И попробуем посмотреть, что из себя представляет сама линия этой удивительной железной дороги. Да, все-таки интересная реализация. Платформа опять за номером, на этот раз 28-я. И вот такой небольшой кран. В принципе, для легких путевых работ более чем достаточно. И все магистрали соединены. Так что на этой узкоколейке даже автотормоза и то работают. Огражден красным флагом. Здорово. Сама линия всего 4 километра, но зато развернутая длина около 20. Дело в очень богатом путевом развитии. Эта дорога немного выбивается из классического понимания станции перегонов. Ну да, они, конечно, есть, но сама линия короткая, но очень разветвленная. Основная станция карьерная, куда мы сейчас с вами и направляемся. На ней расположены горно-железнодорожный цех, ну, считай управление, диспетчерская. К северу находится разветвление линии к станциям ДОВ-1 и ДОВ-2. ДОВ – это дробильно-обогатительная фабрика. Как понятно из названия, там происходит переработка привезенной добытой породы. Ага, а вот здесь уже и стрелочка централизованная. Таташеньки, надо поаккуратнее быть. Так вот, линия к станции ДОВ-2 пересекает по путепроводу ширококолейную ветку Бердяуш-Бакал, а по мосту речку Большая Садка. Затем она вступает на подъем. Станция ДОВ-2 находится примерно в 2 километрах от карьерной. На ней большое здание управления станции. От ДОВ-2 в 2 направлениях идут карьерные ветки к местам погрузки магнезита. Грузовые составы челночно курсируют между точками погрузки и дробильно-обогатительной фабрикой. Господи, какие же здесь виды-то, а? Просто взрыв мозга. Рельсы R50. В принципе, для такой колеи это достаточно большой размер. А посмотрите, какой накат. Не просто так они блестят. Движение по этой узкоколейке круглогодичное, ежедневное и круглосуточное. Все станции оборудованы электрической централизацией стрелок. Широко используются светофоры. Управление движением сейчас производит диспетчер. Магистральные линии, это карьерная ДОВ-2 и карьерная ДОВ-1, имеют аж по 2 главных пути. Для ремонта пути используются еще вот такие хопры, дозаторы, вертушка. Ребята, такой конструкции я еще не видел. Что-то с чем-то. Это железные монстры, которые просто издали, только издали, на полшишечки напоминают хопры-дозаторы. Тоже все на автосцепках. Ну, я уже говорил, тут весь подвижной состав на автосцепках катается. Ну, логично было бы глупо иметь зачем-то 2 разных вида сцепок. Ладно, не суть. Они ржавые, они поношенные, они вареные, но они рабочие. Все цилиндры, все имеют свой пневмопривод, имеются краны. Все написано, что должно быть как для управления. Вот так вот. И, конечно же, очередная платформа. Да, платформ здесь много. Такие вот летучки мы уже ее не первую видим. С таким краном она не похожа на рабочую. Это уже за номером 22. И посмотрите, как у нее рама тоже прогнута. Что они вообще пережили в прошлой жизни? Остается только догадываться. Ладно, путейскую технику мы с вами уже посмотрели. Даже автоматриса АГВ, которая всю жизнь трудилась у работников службы контактной сети, у энергетов, она тоже переделана в путейскую. Но как же обслуживается вот контактная сеть? Вот она, вот. Она же тоже требует к себе внимания. Да, ее тоже обслуживают. И вот какой штукой. Вот это вот безумие, оно нужно как раз для обслуживания контактной сети. Здесь уже
И изоляторы намного серьезнее. Ну, сами понимаете, безопасность работников – это как бы номер один. Ну, по идее, должно быть. Привет шахтерам. Здесь условия соблюдены. Судя по нижней части, сделана она тоже из вагона самосвала, из думкара. Ну, реализация это какова? Залезаешь на нее, залезаешь на первую изолированную площадку. Давайте я вам сейчас ее попробую показать. Оп, она там маленькая, видите, по центру. Первая изолированная, затем вот эта вторая изолированная. И вот эта уже, которая самая высокая, она третья изолированная площадка. По идее, она еще и поднимается. То есть там как ножницы, так хоп, и она вверх. Ближе к контактному проводу. Сейчас она, естественно, опущена, находится в транспортном положении. Сложно сказать, насколько это все используется. Что-то, мне кажется, не особо. Но как-то же производится ремонт контактной сети. И вот, пожалуйста, для этого есть специальные приспособления. Из приятного сердцу значок S. Подать сигнал. Ну, его еще свисток называют. Дело в том, что железнодорожные предприятия промышленного транспорта, они тоже имеют ПТЭ, они тоже подчиняются правилам техэксплуатации и, соответственно, инструкции по сигнализации. Поэтому здесь можно очень много увидеть знакомого с большой дороги. Ну, а нам с вами куда-то туда, а то здесь что-то очень много ездят. И так ходим на п***ах. Давайте-ка немножко отсюда сваливать. Такие вот лютые здесь отвалы породы. Но это что? А вон там посмотрите. Вот такой вот промышленный Южный Урал. У нас тоже есть возможность увидеть локомотив в движении. Что интересно, здесь есть светофор. Литеры у него нет вообще никакой, но сам светофор есть. Ну, естественно, зная места, машинист подает звуковые сигналы, чтобы никого не того. По таким пердям иду в поисках станции. Еще и ветер тут задувает порой. Выглядит все максимально неправдоподобно. Как человеку вообще впервые оказавшемуся вот так близко внутри Южного Урала. Это, конечно, да, ребят, я уже часто говорю про взрыв мозга, но это, черт побери, реально так. Здесь какой-то остаток пути, значит, сюда тоже заходила дорога. Вон там шпалы, там вот видно рельсы. Провода немножечко стучат на ветру. Зато в этом месте у нас есть возможность осмотреть конструкцию опор контактной сети. Ну, собственно, выглядит это все вот как-то вот так. Никакого несущего троса нет, только контактный провод. Вот одна горизонтальная, вторая наклонная. Изоляторы. Собственно, это верхний изолятор, а это нижний. 600 вольт, этого, в принципе, достаточно. Ну, считайте, напряжение как у трамвая, троллейбуса. Ну, и здесь крепился контактный провод. Даже деревяшечка есть. Такая вот нехитрая конструкция. Но, я повторюсь, это работает так. Чем проще, тем оно надежнее, тем шире будет применяться. А это элементы верхнего строения пути. В принципе, ничем не отличается от любой другой железной дороги. Подкладка, костыли. Ну, только вот между подкладками они там ближе друг к другу. В принципе, все. Обычная железка на деревяхах. В конце концов, ваша мама не так сильно расстроится, если вот такой вот камушек свалится на меня, а не на вас. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите интересные комментарии. Все это дело читаю, все это приносит большое удовольствие и мне, и, надеюсь, вам. Ребята, о чем рассказывал. Вот такой двухпутный перегончик. И начинается уже станция. Здесь какой-то разгруз. Видите, там внизу бункер. Такая сеялка для камней. Скорее всего, был железнодорожный путь. Ну да, вон остатки контактной сети виднеются. Стрелки централизованы. Там даже был светофор, но там было немножечко палевно его снимать.
Обычный светофорчик, больше на автомобильный похож. Причем номер у него там был М2, то есть как у маневрового. Нетипично. Надеюсь, вам видно, как красиво камень переливается на солнце. Удивительно. Кто, кстати, знатоки, кто геологи, расскажите вообще, что это такое? Он как будто лед замерзший. Очень красивый. А вот один из представителей светофорных горит красным. Второй более классический, более нам всем знакомый. Тут даже трубка есть, ничего себе, для связи. Поскольку кривая у нас идет налево, то он к ней повернут. Тоже горит красным. Что интересно, даже трубка есть. Такая вот парковая связь. Ничего не слышно. Вот как-то так оно и работает, друзья. Не слышно, наверное, потому что неисправно. Два провода торчат не просто так. Я уж тут на камни залез. Думал, сейчас поезд засниму. Вон там вот мостик, видите? По центру. Красненький. Вот, собственно, про него я вам рассказывал. Туда идет надов. А там станция карьерная за вот этим вот отвалом породы. Я-то думал, он сейчас сюда куда-то пойдет. Эх, красивая бы фотография получилась. Так, шум из-за горы. Идет надвиг вагонов. Видимо, там по карьерной меняют направление движения. Да, в отличие от какого-то другого карьера, здесь вагоны не оборудованы крякалкой. Дело в том, что на промышленных железных дорогах такие вагоны хвостовые, он едет, они но не здесь. И светофор, кстати, зеленый, ребят. Готовят маршрут. Ну-ка, когда покраснеет. Все еще зеленый. Весь поезд заехал, а он зеленый. Ну, видимо, и застык... А, вон, покраснел. Видимо, и застык где-то далеко. Здесь же по 4 вагона возят. Неудивительно, что у них свой станок для обточки колесных пар. Посмотрите, тут одни кривые. Кривая на кривой, кривой погоняет. Ну, логично, такие отвалы мощнейшие, здоровые. Их же не будут там прошивать каким-то тоннелем. Все-таки это не какая-то там постоянная железная... Ну, она по факту получилась постоянная, да. Это промышленный объект, промышленная железная дорога. Инструмент для подвоза сырья. Все еще идем до станции, что-то жаренько, что-то припекает. Да, конечно, такие нагрузки, такие кривые. И путь надо содержать в исправном состоянии, потому что сход это все встает, это беда. Рельсы следят за ними, здесь нет большой выработки. Вкусно пахнет криозотом. Какие-то безумные совершенно виды, просто безумные. Вообще, господи, где я, что я? Еще недавно я был в Пятерочке, и вот очутился здесь. Опоры контактной сети металлические на таких вот бетонных плитах, железобетонных, прикручены, значит, к строповочным крючьям. По центру установлен стакан, и в него вот загнана опора. Так это и происходит. Очень интересно. Да, и конечно же низ вот к рельсу приварен прутком. Тут тоже какие-то машины, какие-то, значит, мини-завод. Это похоже на какую-то дробильно-фасовочную хрень. Как будто здесь долбится привезенная порода и должна, по идее, грузиться. Но других мыслей у меня на самом деле нет. И что-то мне кажется, она ни хрена не используется, учитывая, как транспортерная лента там свисает. Но сам факт, нифига ж себе, выглядит, конечно, красиво. Производим постановку. Хотя вот эти металлы, которые играют над высотой еще.